Всем привет! Сегодня 1 марта, и я нахожусь в Испании уже целую неделю. В этом видео расскажу, почему мои причины уехать. Это видео будет состоять из двух частей. Я их, скорее всего, выложу отдельно. Первое — это мои причины, что мне не нравится и почему я решил мигрировать. А второе — эмигрировать, наверное, правильно. А второе — это поэтапный план практического применения, вероятнее всего, будет. Переехать я хотел достаточно давно, с самого детства, но все это было в формате «я хочу, как-нибудь это сделаю через работу», через что-то подобное. Я рассматривал разные страны: Германию, США. Испания была мне интересна, но не так сильно. Мне как-то больше подходила Германия. Мне нравилось, что все по правилам было, можно все считать, но в последующем я остановился на Испании из-за легкости легализации, открытости и вот этого легкости жизни. Мне очень симпатизирует то, что они не работают по воскресеньям. Вот сейчас воскресенье, людей на улице, сейчас особо нет, сегодня прохладно. Но они не работают, они отдыхают, проводят время со своей семьей, и это так важно. Я в детстве не проводил время со своими родными, потому что у меня там мама работала на 3-2 работах, и у нее просто не было времени провести это время со своими детьми. А здесь мне нравится то, что люди отстаивают свою семью и хотят проводить время со своей семьей, а не с работой, чтобы выжить. Им позволяет зарплата, уровень жизни работать минимум, чтобы проводить время со своими близкими, проживать эту жизнь максимально просто, так как она у них всего лишь одна. Конкретное решение я принял. Я ехал со встречи где-то полгода назад, может быть, это был сентябрь или ноябрь. Я ехал в метро, увидел парочки и понял, что это мне не подходит. Я не смогу так жить, у меня нет будущего здесь, я не смогу построить отношения, завести семью, меня могут посадить. И все так становится плохо, что это разрушает изнутри, собственная глубокая ложь самому себе, всем, кого ты знаешь, своим близким, своим родным, абсолютно всем. Это медленно, но разрушает тебя. И мне не захотелось так жить в постоянной лжи, самоцензурированию. Мне хочется свободы и счастья. Наверное, это будет самое лучшее и итоговое подведение. Почему? Вот это, наверное, самая огромная причина, почему я переехал. Я не вижу будущего в своей родной стране. Как бы пафосно это ни звучало. Встречи с женатыми, неженатыми, те, кто всего боится. И мне не нравится. Я прям хотел расправить свои крылья и идти дальше. Вот сейчас я записываю посреди парка, хотя я все равно переживаю, что там сзади кто-то подслушает, хотя шанс, что они знают русский язык, достаточно минимален, но все равно я переживаю. Это внутренняя борьба с детства о том, что подумают, а что будет. Все еще оставляет свои следы, хотя, мне кажется, я достаточно быстро адаптируюсь к тому, что я буду вести себя так, как я хочу. Второй блок, и, наверное, для многих сейчас он имеет первостепенное или фоновое, раздражающее течение. Это война. Она началась, везде написано 24-го, но почему-то у меня это застряло в голове, что она началась 22 февраля 2022 года, да? Вроде бы я не перепутал дату. Это так долго происходит, и это бесит. Я не знаю, это вызывает злость, ярость. Для всех она началась 24-го, а для меня в мой день рождения. Я тогда работал в классном отеле, международном. Это был мой трек переехать по работе. Я бы там отработал год, подучил бы язык и смог бы перевестись внутри компании. У меня были такие планы. Многие так и сделали, но мне тогда было всего 18 лет, и я сильно переживал по этому поводу, а смогу ли, а получится. Я еще не закончил обучение окончательно, хотя, может, и закончил. Я не помню. Все время с начала войны и до этого, наверное, года оно все перемешалось, как в клубок из ниток, и я не различаю, что было в позапрошлом году и в прошлом. Хотя у меня все записано, я очень люблю снимать, и все я отображаю события в библиотеке фотографий по дате, когда я это снял, а не потому, когда это было, потому что война время скомкала,
короче, собрало воедино. Это перемешалось в какую-то бурду и ужасные последствия. Мне не нравится, что в университетах теперь нет болонской системы. То есть я еще учился, когда я учился в университете, я мог по этому диплому поступить в магистратуру в любую европейскую страну, в США, куда угодно. Просто по своему диплому. Теперь такая возможность будет закрыта. Это специалитет. Ну, и этот специалитет длится, 4 года. Я учился на повара-кондитера в техникуме 4 года. Но при этом я не имею высшего образования почему-то. Хотя, на самом деле, по уровню не сильно оно и отличается. Я продолжил данный трек уже в университете, но не зашло мне. Как-то одно и то же. Я прихожу на первую пару, и там одно и то же. И больше всего, наверное, меня бесит в войне то, что я никуда не могу выпустить свое несогласие. Я не могу сходить на митинг, не могу постоять в пикете, не могу написать пост, не могу что-то опубликовать, потому что, штрафуют блокадницу Ленинграда, дитя войны, она в ней была, она герой, там у нее, наверное, есть какая-то медаль, еще что-то, и ее штрафуют за то, что она против войны. Это же безумие. Как вообще меня в школе преподавали, что война недопустима, это нельзя повторить. Я жил в Ростове-на-Дону, и Украина была рядом со мной. И для меня было безумием это все. Я не понимал, что происходит. И я хотел куда-то выплеснуть это, но я не мог, потому что это угрожало моей безопасности. Но сейчас, к счастью, не угрожает мне так, как угрожало тогда, к счастью. С этой проблемой я даже ходил к психотерапевту, и она мне, если кратко сформулировать, сказала, что: Вова, тебе нужно драться, ругаться, кричать, потому что вот эту злость на все происходящее я никуда не выплескивал, и мне это нужно было. Это накапливалось и в рабочем, и в бытовом, и везде. И это тоже начинает тебя разрушать. Наверное, последняя и окончательная причина — это цифровой ГУЛАГ. Сейчас вы, вероятнее всего, если вы находитесь на территории России, смотрите меня с VPN. При этом YouTube не заблокирован. Или уже заблокирован. Его замедлили. Замедлили Telegram. Его хотят заблокировать с апреля. Хотя я думал в марте. Но сейчас мне пишут, что он настолько медленно работает, что по ощущениям его заблокировали уже как YouTube. Заблокировано все. И перегоняют в этот Max. Я искренне не понимаю, почему мессенджер с доступом по номеру телефона, номер телефона, который у тебя забирает оператор за 3 месяца неиспользования, может быть главнее, чем государственные услуги, где ты регистрируешься по паспорту. Я не понимаю, почему смс-кой я могу подписать документы более эффективно, чем по моему загранпаспорту 10-летнему. Там есть чип с моими биометрическими данными, которые вряд ли бы я подделал. Безумие. И я ничего не имею против мессенджера государственного, да? Но меня бесит то, что блокируют все, чтобы им пользовались. Я сейчас не могу созвониться со своими родными, я не могу позвонить по фейстайму, у меня заблокирована половина всего. Даже в условиях санкций от Евросоюза, от США, Россия накладывает санкции сама на себя. Это какое-то безумие. Мне до сих пор непонятно, почему нет реестра. Я риэлтор, и сейчас самолет пролетит. Здесь рядом частный такой любительский аэродром, кукурузники летают. Я не понимаю, почему нет реестра номеров телефона. Они же все регистрируются. Почему-то квартиры регистрируются, а телефон нет. Хотя к этому телефону сейчас, к номеру телефона, привязаны номера, банки, госуслуги. Все. При этом мы можем номер переносить между операторами. Я не понимаю, почему номер не может принадлежать мне. Разорвите вы со мной договор. Но почему цифры может забрать у меня оператор? Вот сейчас, условно, у меня старый номер. Мне он в целом не нужен, я уже все перевязал на новый. Но я боюсь его терять, потому что вдруг я что-то забыл отвязать.
Вдруг сервис, от которого они хотят меня отвязать, сейчас под санкциями, заблокирован или еще что-то, и они просто не смогут сообщить о том, что этот номер больше не действителен. Или то, что банк там халвой я не пользуюсь, а номер телефона там остался. Купит этот человек новый номер. Откуда банк узнает, что этот номер не принадлежит мне? Вот он зайдет в мой банк, закажет карту, еще что-нибудь, виртуальную, и будут дропать деньги, и меня посадят в тюрьму. Мне оно надо? Нет. И я вот должен держать эти номера бесконечное количество времени. Какая-то нелогичная и непонятная статья расходов у государственных органов, когда они теперь выделяют деньги на пользование VPN, хотя сами же его заблокировали. Что это за бред? Это же мы заблокируем все, но при этом мы в статье расходов теперь открываем VPN, потому что мы заблокировали что-то, а нам надо этим пользоваться. Извините, а вас мошенники не кидают или что? Вы как будто сами мошенники, раз вы этим хотите пользоваться через VPN, разве нет? И сейчас из-за блокировки Телеграма поднялся шум, военкор и вот фронтовая часть такая. Нет, мы пользуемся Телеграмом. Также Телеграм блокирует. Странно, кстати, что его не блокируют из-за угрозы детей, а просто потому, что мошенники из страны НАТО крадут данные. Туров там не общается с ФСБ и так далее. Здесь, значит, на фронте, где в теории информация является одним из самых важных факторов, вы такие, там мы не будем блокировать Telegram, там вы пользуетесь, там же данные не воруют, или что за бред? Я не понимаю, как мои покупки в магазине или обсуждения с друзьями, когда мы встретимся, попьем пиво в баре, будет более важной информацией, чем раскрытие позиций военных. Это какой-то огонь по своим или что? Что за безумие? Причин у меня очень много. И я сейчас назвал основные 3, которые сильно повлияли на меня. Война, ГУЛАГ и невозможность построения моей личной жизни. Наверное, и профессиональной тоже. В следующем видео я вот сейчас, наверное, его тоже запишу. Просто во второй части я расскажу, как я к этому, что я делал, какие документы я подготовил, по какому треку я пошел, какие варианты еще есть. И, может быть, у вас появятся вопросы, вы можете мне их задать в комментариях. Может, я допишу какие-то фрагменты к следующему видео, если я что-то упущу. Пока-пока.